Привет, сегодня поделюсь своими первыми впечатлениями от просмотра сериала Пария Nexus по вселенной Warhammer. И если говорить с самого начала, то на самом деле... ну весь дубль запорол, ну ёба народ. Черт. Фрей, это ты. Насмотришься своего Вархаммера, потом мерещатся всякие некроны, лучше на Звездные войны хоть посмотреть что-то нормальное. А перед тем, как я приступлю к основной части видеоролика, я считаю, нужно внести именно парочку маленьких тезисов касаемо того, что же такое Пария Nexus. Поэтому этим сейчас займется, собственно, мой серый череп. Звено Пария сверхсооружений Некронов, а также регион космоса в секторе Нефилим, который стал театром военных действий между силами неодолимого крестового похода и Некронов. Сооружение создано великим и ужасным иллюминором Серосом, суть которого погашать энергию варпа, чтобы оградить миры для его экспериментов. Привет, вот допустим передо мной вот сразу поставится вопрос, каково же мое отношение к сериалу Пария Nexus? Если вот так вот вкратце, то это определенно лучшее, что мне довелось видеть по Warhammer 40K с точки зрения анимационного проекта, как официального, так и неофициального. Понимаю, что сейчас следующие слова вызовут боль, но для меня он лучше даже, чем Астартес. Пожалуйста, без бомбежа, я понимаю ваше мнение, вы вправе считать, что Астартес лучше. Для некоторых людей это действительно так, для кого-то это не так. Все мы люди разные, по-разному смотрим на Warhammer. Кому-то нравятся более гримдарковые, еще те старые совсем выпуски Warhammer. Кому-то не особо нравятся вот эти вот новые выпуски редакции с новыми правилами и так далее. Ну, в общем говоря, очень много вот таких вот подводных камней, в ходе которых мы такие, ну, в принципе, что-то нравится, что-то не нравится. На мой личный взгляд, Пария Nexus для меня стал лично лучшим. И в дальнейшем я в принципе постараюсь объяснить вам, почему я так считаю, на основе своего отзыва по каждому отдельному пункту. Я предлагаю начать сразу с графики, потому что графика наконец-таки здесь стала хорошей, в принципе, в Warhammer, потому что для Warhammer это была боль. То есть сюжет окей, допустим, это в принципе терпимо, мы к этому относились с пониманием. Warhammer, много сюжетов, каждый реализовывает что-то свое, но вот касаемо визуального составляющего, для нас это всегда была боль, в том числе и звук. Звук, в принципе, относительно был терпим всегда, как и графика, наверное, но все-таки, когда проекты являются частью уже официального канона ГВ, то есть сам ГВ спонсирует эти проекты, хотелось бы видеть чего-то более масштабного, чего-то более качественного с точки зрения визуальных эффектов и, в принципе, графики. Но, к сожалению, мы этого не получали. Это было связано с некоторыми моментами, которые я понимаю. Это все-таки риски были испытывать сразу, вернее, сразу вкладывать большие деньги в подобные проекты, когда ты еще ни разу не пробовал этого делать. То, что у фанатов получалось, у тебя может не получиться. Вот они так рассуждали, скорее всего. Но это ладно, не особо важно сейчас. Вернемся к графике. Здесь она наконец-таки на едином уровне. То есть, допустим, у нас обычно это как происходит. Графика там, допустим, хорошая, анимация плохая, либо наоборот. Зачастую бывает так. Здесь такого момента нет, здесь абсолютно все хорошо сочетается, все на одном едином уровне. А это бывает, ребята, довольно, знаете, редко, когда вот так вот все профессионально и хорошо сочетается. То есть, например, есть сериал Iron Within, это Железо внутри, и The Exodite. Там были проблемы. Две одинаковые проблемы — это то, что эффекты и
анимация перед ними выглядела не совсем естественно. То есть, допустим, когда происходил, чисто, скажем так, удар по какой-то поверхности, там вот эти вот, скажем так, искры или какие-то там сплайн, вот это все, вот, которые выскакивают, всякие вот частицы эффектов, они выглядят довольно резкими, без плавного перехода и неестественно, нереалистично, чего, допустим, нельзя сказать о сериале Пария Nexus. В этом плане здесь абсолютно таких проблем не было, это опять-таки на мой личный взгляд, я такого не заметил, но это ладно, идем дальше. Также в Exodite было еще два момента, это то, что там получается у Эльдара проваливался плащ сквозь его доспехи, чего быть не должно. Это связано, собственно, с плохим прорисовыванием весов, возможно, в самой модели, или с неправильным, скорее, наверное, не все-таки с неправильной симуляцией ткани. То есть там можно это настроить, то есть чем больше полигонов на саму ткань добавляешь, тем она более реалистично может, скажем так, ложиться на саму модель. Если полигонов маловато на самом плаще, то он может проваливаться, но там много всяких моментов вот таких вот подводных есть, собственно, вот. Но, окей, как мы уже поняли, в принципе, в паре Nexus с точки зрения графики все отлично, вопросов абсолютно никаких нету, и анимация здесь тоже на одном хорошем уровне. Это можно прекрасно заметить, наконец-таки, по лицевой анимации, потому что в Вархаммере лицевая анимация — это боль, мы ее скрываем за шлемами, мы ее не показываем, а если мы ее показываем, это сущий кошмар, как будто бы это просто записано через SFM. SFM, но это стандартная там программа для записи от Valve, по-моему, если мне память не изменяет. На ней множество фанатских анимаций сделано, не говорю, что неплохие, это фанатские анимации, нормально к этому отношусь. Но когда подобное виднеется от ГВ, извините меня, как бы хочется кое-кому дать пиздюлей за вот подобное вот проявление халатности с точки зрения, в принципе, анимационного кинематографа и всего в этом духе. Но это ладно. Этот момент мы забросим, и, ну как забросим, мы на этом, в принципе, уже, думаю, можно остановиться и идти дальше, потому что тут все обсуждено. Дальше мы давайте поговорим с вами о звуковой составляющей, в принципе, этого проекта. Звуки, господи, как это прекрасно. Озвучка — это отдельный жир. Сразу скажу об озвучке. Жирная озвучка, голоса идеально подходят каждому персонажу. Видно, что подобрано хорошо. Есть, вот опять-таки, это уже и об озвучке, и об эффектах, и, в принципе, о общем состоянии, скажем, звукового пространства. Оно ощущается прекрасно. Вот, например, есть частая проблема в фанатских анимациях, в начинающих филммейкеров. У меня в том числе эта проблема есть, потому что я еще пытаюсь именно слух свой наработать на это дело, и мне надо поработать с оборудованием, не хватает некоторого оборудования для подобных вот рода съемок. Нет четкого понимания пространства у разработчиков подобных проектов. То есть, когда они записывают, допустим, озвучку голоса и накладывают ее на проект, она может выглядеть так, как будто бы это, знаете, озвучка наложена, как не то что наложено, она звучит так, как будто она записана в большой зале, в большой комнате. Хотя это не большой зал, а комната, это огромное пространство улицы, это комната, там нет подобного жесткого эха, нет такого жесткой реверберации, и ее не должно быть прям сильно слышно. Она есть, но ее не настолько сильно слышно. И, допустим, тот же самый момент с звуками эффектов. Частенько бывает такой момент, что они еще могут выделяться. То есть, в принципе, скажем так, звуки могут выделяться над озвучкой, озвучка выделяется слишком сильно над звуковыми эффектами. Здесь это все выдержано наконец-таки на одном едином уровне. Ощущение пространства великолепное, то есть понимаешь, что вот то, как оно озвучено, ты чувствуешь пространство, ты понимаешь, что да, объем этого пространства, который там показан, он соответствует тому, как оно звучит. Эффекты то же самое, потому что с эффектами это тоже большая проблема, когда, допустим, может быть, допустим, на какой-нибудь выстрел звучать глуховато, а при этом бег по какой-то там комнатушке, вот в комнате ты делаешь выстрел, это будет как-то с эхом, реверберацией, большим отражением звуков от поверхности. Но, допустим, человек этого не сделал, и оно получилось сухим, вроде он ходит и говорит, и слышится, как будто он разговаривает в комнате, то есть все, кроме выстрела, соответствует вот этому делу. Здесь такого нет, все со звуком прекрасно, идеально, прям вот профессиональный подход чувствуется в этом плане. По поводу анимации не сказал. Юзают технологию Motion Capture 100%. По-другому это нельзя сделать. Motion Capture — это когда на тебя надевает специальный костюм, там разные технологии данного, разные, по-разному можно использовать эту технологию. То есть это одевать специальный костюм,
и камеры расставляют, и они записывают твои движения, потом этот скелет накладывается на персонажа, там риггинг, и все, поехало. Это уже такие чисто профессиональные рабочие моменты, не особо важные, просто мне это нравится, мне это цепляет. По музыке. Музыка здесь хороша, музыка здесь мне очень нравится, она, знаете, такая особо не выделяющаяся, она поддерживающая общую атмосферу. Есть музыка, которая может выбиваться из фона, и как будто бы, ну, ее здесь быть не должно, либо она должна, но в принципе можно было бы и без нее обойтись, или получше что-то подобрать. Здесь музыка, здесь музыка все не перенасыщена, музыка звучит хорошо, она звучит на уровне именно поддерживающий атмосферу, а не для того, чтобы просто перебить общую, скажем так, визуальную составляющую того, что там происходит. Потому что иногда музыка настолько громкая бывает, что просто ни слова не слышно. Возможно, у меня такие моменты есть, они у меня есть, я стараюсь над этим работать. Я постараюсь, чтобы в дальнейшем подобных моментов было как можно меньше. Вот. Потому что я еще пытаюсь понять, как именно с саунд-дизайном работать, как мне работать именно с голосом вместе с музыкой. То есть у меня еще много вопросов, мне надо еще учиться, я над этим стараюсь работать. Вот. Но музыка, все. Мы тоже закончили. Идем к общему визуальному такому настроению. Именно по, скажем так, цветовой палитре. Цветовая палитра мне здесь нравится. Она такая, знаете, одновременно насыщенная, то есть показывающая то, что происходит, в красках показывают всю войну, все происходящее, но при этом в нужные моменты, на мой личный взгляд, опять-таки вот на мой, в нужные моменты картинка становится несколько такой серовато-туманной, показывающей общую безысходность этой войны и всех в ней участвующих. Понимаешь, это Гримдарк, это Вархаммер, здесь никто не выживет, здесь все помрут. То, что картинка перенасыщена, кому-то может не понравиться, она здесь не то, что прям сильно перенасыщена, здесь все сделано в меру, в сравнении, например, с сериалом The Exodite. Вот кто видел первый трейлер The Exodite, понимает, какая атмосфера была проебана. Вот эта вот серость, серьезность картинки, вот у меня слюнки на это текли, я хотел это видеть, а в итоге вышли трейлеры, ну, вышел сам проект. Сцен, которые были показаны в первом самом трейлере, вообще не было в сериале. Общая атмосфера изменилась к дальнейшим трейлерам. Я такой, что это такое? В общем говоря, я был расстроен. Здесь к этому у меня нет никаких претензий. Здесь все сделано умеренно по цветовой палитре, по цветовой гамме, по контрастам хорошо все выдержано. И по смене именно планов в плане, скажем так, цветового, как сказать, не пространства, как правильно сказать-то. Есть разные цветовые палитры, используемые для разных моментов, для разных сцен, для разных фракций. Здесь оно используется и оказывается хорошо как у Некронов, так и у, собственно, Сестридайники, вот там вот в разных моментах это показывается по-разному. И, в общем, визуализация этого всего выглядит просто отлично, на мой личный субъективный взгляд. Ну, а теперь давайте-ка мы пойдем дальше. Мы поговорим с вами о том, что вот эту вот всю атмосферу, собственно, и создает, безусловно, графика, звук, анимация, музыка. Это все прекрасно. Это все создает определенную атмосферу. Но все-таки что главное? В этом всем главная история. История — это основа. А все то, что я перечислил ранее, это просто то, что нарастает на этой истории. Это сатурация, насыщение этой истории. Вот оно придает эту общую атмосферу, расширяет, вернее, ее. Если история неинтересная, а все остальное классное, ну, оно смотрится довольно посредственно. Это что-то на один раз. А вот этот проект с его историей меня лично зацепил. Потому что вот мне очень нравится такая история. Она для Вархаммера относительно бытовая, потому что в Вархаммере такого упоминается очень мало. Мне хочется видеть подобного намного больше. Когда в Вархаммере разговаривают о философии, именно философии того, зачем мы существуем, в чем смысл бытия в этом жестоком мире, в чем смысл веры, вот для чего вот это все, там люди погибают, вот были такие рассуждения, они мне очень нравятся. И развитие этой темы мне понравилось. И то, как оно было в итоге развито,
то, как оно было в итоге закончено с точки зрения того, что вот священник идет и пытается вывести Данику из ее заблудившуюся душу в этой тьме. Она запуталась в сетях вот этого вот всего происходящего пиздеца, где они проиграли. Плюс ко всему накладывается вот эта вот шизофрения с ее погибшей вот этой вот, скажем так, подругой, да, которая была убита прямо на ее глазах. Также плюс ко всему накладывается общее вот это вот общее воздействие вот этой технологии, которую создал Иллюминор Зерс, которая подавляет, собственно, мозги вот этих всех людей. Они просто плавятся к чертям. И вот она со всем этим борется. И в ходе всего этого она рассуждает, что же такое вера, в чем смысл. Это выглядит все прекрасно, великолепно, мне прям очень нравится. Вот. Идем, собственно, дальше. По персонажам. Персонажи все хорошие, персонажи все развиваются. Взаимодействие между персонажами выглядит слаженно, выглядит плавно, выглядит очень, скажем так, связано. Нет такого ощущения, что убрать персонажа и в принципе ничего не поменяется. В этом сериале четко видны основные персонажи, четко видны второстепенные персонажи, четко видны персонажи заднего плана. Ты их отлично разделяешь, прекрасно понимаешь важность определенных персонажей и неважность других. Диалоги между ними построены тоже хорошо. Нет ощущения, что диалоги между ними какие-то вялые, бессмысленные, сделанные для галочки, или чтобы хотя бы просто диалоги были. Диалоги прописаны злодей, то есть здесь это Иллюминор Зерс, собственно, сам выступает в качестве злодея, но именно его общая атмосфера, которую он создает, она хороша, безусловно. Он создает определенное напряжение, так же как и смертоуказатели, вот эти вот, которые снайперы стреляют. Они тоже работают отлично и показывают общее нагнетание атмосферы, так же как и вот эти вот неудачные его эксперименты, которые ходят по полю как зомби. Вот, как-то так. А именно, допустим, гражданские ощущаются как гражданские. И задают, кстати, интересный вопрос, когда вот ребенок подошел к Астартусу, то есть к Сакану, и спросил у него, что у вас там кровь, можете течь, я не знал, что вы там можете истекать кровью. То есть это тоже прекрасный, прикольный момент, он мне вот тоже очень понравился, он такой бытовушный немножечко. И что мне еще тоже понравилось, это взаимоотношения именно... Мне также понравились взаимоотношения между Даникой и этой гвардейкой, потому что я считаю, что то, что гвардейка женщина, это прям прекрасно, потому что показывает то, насколько между ними хорошая связь. Потому что будь там, возможно, мужчина, она ощущалась бы не так сильно, а здесь она ощущается хорошо и чувствуется как что-то естественное, что-то нормальное. Как будто две подружки, обсуждающие общую какую-то беду, проблему. Есть... У меня такое ощущение вызывает, и это хорошо. Также мне очень понравился стиль повествования сериала. Это не просто 3 серии, а это серия, в которой есть подглавы, которые еще разделены как текстом, и есть ощущение чтения книги либо комикса по главам. Мне этот момент уже понравился. Это смелый эксперимент, и я его поддерживаю. Ребята молодцы, студия М2, вам лайк просто огромный. В ходе всего этого атмосфера общая выдержана отлично. Если дать мою оценку сериалу сейчас на данный момент, я бы оценил его на 5. Как я сказал, это лучшее, что я в принципе видел. Для вас это может быть не так. Это ваше право. Но это мое мнение. Также, ребята, не забудьте про мой элемент, подписаться можете по QR-коду с этой стороны, либо в описании будет ссылочка. Также не забудьте оценить ролик либо лайком, либо дизлайком. Не забудьте также поделиться видеороликом, если считаете его интересным, и дать комментарий, свою оценку. Всем пока, удачи, да пребудет с вами Бог Император, либо за кого вы там голосуйте на нынешних выборах.